Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать готовую еду из магазина Вкусвилл. Ценник на нее не маленький, и поэтому очень важно знать, что стоит покупать, а какая еда совершенно невкусная. Друзья, если вы хотите оказать помощь в развитии канала, то можете перевести мне донат через сервис Donation Alerts. Этот сервис позволяет прикрепить личное сообщение, и всех, кто мне задонатит, я покажу в своем следующем видео. Ссылка в описании. Попробуем грибную похлебку. Масса похлебки 270 грамм. Грибы здесь свежие шампиньоны, а также белые сушеные грибы. Похлебка грибная, стоимость 142 рубля. Изготовитель ООО «Производственная компания Славянская трапеза». Это Московская область, поселок Томилино. По степени густоты довольно-таки густая эта похлебка. Также еще здесь виднеется перловая крупа. Грибы-шампиньоны я вижу, а вот белых грибов что-то пока особо не заметил. Если они тут есть, то их совсем чуть-чуть, наверное. Также еще есть картошка и морковка. Первое, что я сразу же почувствовал, то что эту похлебку пересолили. Но пересолили не супер сильно, еще терпимо. Но все равно лучше, конечно, соли поменьше. Запах у этой похлебки очень грибной, так же как и вкус. Больше всего здесь, конечно же, шампиньонов. Белые грибы тоже попадаются, но я даже не знаю точно, белые это или не белые грибы, тут в общем не поймешь. Но так как они были сухие, поэтому они такие немножко тверденькие. Похлебка неплохая, вот если бы ее не пересолили, то было бы вообще супер. Это капустные котлеты. В упаковке находится 3 штучки. В составе этих котлет капуста, подсолнечное масло, панировочные сухари. Состав в общем полностью натуральный. Масса котлет 180 грамм. Котлеты капустные постные, стоимость 168 рублей. Изготовлено в городе Химки. Посмотрим, что будет в разрезе. По разрезу видно, что здесь не одна капуста. В составе было написано, что есть еще сухари панировочные, но это скорее всего что сверху. А также манная крупа и мука. Но это скорее всего что внутри. Котлета эта оказалась совершенно невкусной. Здесь и капуста как-то приготовлена не до конца, она полусырая. И еще и на вкус она какая-то горьковатая, с горьким привкусом в общем. Ну и также чувствуется, что в составе очень много муки. В общем, котлеты эти невкусные, больше я бы такие не купил. Да и к тому же за котлеты из капусты такая высокая цена, мне кажется, ну вообще смысла нету покупать. Это у нас биточки куриные с цукини и овощами. Биточки сделаны из филе грудки и филе бедра куриного. Также есть еще кое-какие специи. В целом состав хороший. Биточки куриные с цукини и овощами, стоимость 204 рубля. Адрес производства – город Москва. Из овощей мы здесь видим морковку, капусту брокколи и цветную капусту. А цукини находятся уже непосредственно в самих этих вот биточках. В разрезе мы видим, что цукини здесь приличное количество. Наверное, процентов 40, я думаю, здесь цукини. В этих биточках еще в составе есть чеснок и черный перец. Чеснок чуть-чуть ощущается, а вот перец ощущается неплохо так. Немножечко остренькие эти биточки. Ну и вот это вот цукини, конечно же, очень-очень сильно чувствуется, потому что цукини здесь реально много. Поэтому я бы не назвал это блюдо каким-то уж супер диетическим, потому что все-таки немножечко остренькое. Хотя и сделано на пару. Овощи приготовлены хорошо, они тоже паровые. Степень готовности аль денте, есть небольшая хрустинка. Биточки тоже неплохие, но, конечно же, если учесть тот факт, что здесь очень много овощей и немного совсем мяса, то цена высоковата. 200 рублей это, конечно, много. Тут бы максимум рублей 120 это бы можно было оценить. Это кусочек пирога с лососем и шпинатом. Пирог этот сделан из слоеного теста, а слоеное тесто сделано из сливочного масла, а не из маргарина. Это очень хорошо. Здесь еще есть сыр сулугуни. В целом состав полностью натуральный. Пирог с лососем и шпинатом стоит 218 рублей. Сейчас посмотрим, что же будет в разрезе у этого пирога. Видно, что шпината здесь очень-очень много. Слоеного теста здесь не очень большое количество, только лишь снизу и сверху. Хотя, как оказалось, сверху это не тесто, а это что-то типа омлета. Тесто все содержится в самом низу, но вообще говоря, оно не особо похоже на слоеное. Возможно, потому что все лежит на этом тесте, и поэтому тесто спрессовалось. Попробовал я этот пирог, по вкусу мне все понравилось, сочетание продуктов здесь хорошее, рыба здесь качественная. Но, конечно же, рыбы здесь не супер большое количество, но тем не менее я думаю, что вполне достаточно. Потому что вот когда ешь этот пирог, то лосось этот очень хорошо ощущается. Это блины с вишней. В упаковке лежит 3 штучки. Состав этих блинов полностью натуральный, а начинка сделана из свежемороженой вишни. В начинку еще добавлен сахар и крахмал кукурузный. Масса блинов 210 грамм. Блины с вишней, стоимость 178 рублей. Адрес производства – город Москва. Посмотрим, что будет в разрезе.
Как мы видим по разрезу, начинки здесь очень-очень мало, а вот теста очень-очень много. Теста здесь гораздо больше, чем начинки. 3 таких блинчика стоят почти 180 рублей, следовательно, один стоит 60. Ну и мне кажется, на эту цену эти блины никак не тянут, потому что, вот смотрите, начинки практически вообще нету. То есть, по сути дела, ты покупаешь одно тесто. Ну а тесто, оно рублей 20 должно стоить, уж я думаю, никак не больше. По вкусу я попробовал, само тесто нормальное, сам блин хороший, и начинка тоже нормальная. Чувствуется, что это действительно вишня, ну и там и крахмал, конечно, тоже чувствуется. Но вот то, что начинки этой очень мало, это, конечно же, огромный минус. Foodie Teens – котлета куриная паровая с картофельным пюре и овощами. Масса упаковки 250 грамм. Состав этого блюда очень хороший, здесь одни сплошные натуральные компоненты. Котлета куриная с картофельным пюре и овощами, стоимость 192 рубля. Адрес производства – город Москва. В комплекте еще шел соус, сейчас попробую его отдельно. Это сливочный соус с мукой, здесь еще есть сливочное масло, по вкусу соус мне понравился. Добавляем соус к пюре с котлетой. Попробую отдельно картофельное пюре. Вкус оказался с какой-то небольшой кислинкой, теперь попробую котлету. Вкус на самом деле очень мясной, и котлета вообще прям вот по моему вкусу сделана, котлета вообще замечательная. Также здесь еще есть овощи, это зеленый горошек и морковка. Думается, что это было скорее всего что из заморозки, потом просто это все сделали на пару или отварили. Единственный минус, как мне кажется, это то, что картофельного пюре здесь, конечно, не очень много. Пирожки с зеленью и яйцом на сметанном тесте. Пирожки эти не супер большого размера, но выглядят довольно-таки аппетитно. Масса 2 пирожков 120 грамм. Пирожки с зеленью и яйцом стоят 86 рублей. Адрес производства Московская область, город Балашиха. Начинки здесь приличное количество, само тесто не толстое. И радует тот факт, что здесь очень много яйца, а не лука. Потому что иногда бывает, купишь пирожок с луком и яйцом, и там один лук, яйца практически нету. Пирожок по вкусу мне понравился. Больше всего чувствуется именно начинка, а не тесто. И даже то, что вот это сметанное тесто, необычное, я даже и не ощутил. Потому что вот ешь и чувствуешь в основном одно яйцо с луком. И даже лук не очень сильно ощущается, в основном одно яйцо. Стоимость одного пирожка 43 рубля. И если учесть тот факт, что здесь очень много начинки, то я думаю, что вполне нормальная цена. Ты, по крайней мере, платишь тут не за тесто, а именно за начинку. И она очень вкусная. В такой упаковочке продаются сухарики. Они пшенично-ржаные, с солью и укропом. Вроде бы сухарики это не скоро портящийся продукт, но тем не менее срок годности у них всего лишь 45 суток. Состав этих сухариков полностью натуральный. Здесь нету никаких ни красителей, ни ароматизаторов, что очень хорошо. Сухарики пшенично-ржаные с укропом и солью стоят 41 рубль. Сделаны сухарики во Владимирской области, город Александров. Поверхность сухариков немножечко жирненькая, они сделаны с использованием растительного масла. Попробовал, и немножечко все-таки эти сухарики кое-какие попадаются подгоревшие. Визуально это вроде бы как и незаметно, но во вкусе, в общем, что-то такое чувствуется подгоревшее. А также еще вот соль распределена неравномерно. Некоторые сухарики супер соленые, а некоторые вообще без соли. Так как укроп здесь сушеный, то он как-то не особо дает вкус и аромат. В целом эти сухарики мне понравились, 40 рублей, я думаю, это не так уж и дорого. Если, допустим, конечно же в домашних условиях можно их сделать, но это нужно будет заморачиваться. А так качество здесь неплохое, то есть все натуральное. Попробуем семейный творожный кекс. Масса кекса 300 грамм. Состав этого кекса хороший. Здесь используются натуральные продукты и даже сливочное масло используется хорошее жирностью 82,5%, а не какой-то дешманский маргарин. Кекс творожный, стоимость 175 рублей. Изготовитель ООО «Александров хлеб», Владимирская область, город Александров. Посмотрим, что будет в разрезе у этого кекса. Структура у этого кекса вполне обычная, надо пробовать его на вкус. Кекс этот мне понравился, чувствуется во вкусе наличие яиц. Радует то, что с сахаром не переборщили, вкус не приторный. По пятибалльной шкале я бы поставил этому кексу 5 баллов, потому что и состав хороший, и по вкусу мне кекс понравился. Это пирожное называется «Царский вкус». Пирожное весит 120 грамм. В составе написано, что еще есть ядра ореха фундука, дробленые. В составе есть красители, но они натуральные. В целом состав хороший. Пирожное «Царский вкус» стоит 258 рублей. Адрес производства Московская область, поселок Мечниково. Интересно посмотреть, что же будет в разрезе. Режется как какое-то печенье.
Внутри смотрится как-то не очень аппетитно. По всей видимости, это не бисквит, это что-то другое. Попробуй на вкус. Похоже чем-то на безе. Попробовал и, по сути дела, это безе с вареной сгущенкой. Орехи здесь хорошо чувствуются, орехов здесь приличное количество. Ну а снаружи это белый шоколад, который просто покрасили в красный цвет. В целом вкус довольно-таки интересный, но пирожное суховатое. Нужно обязательно чем-то запивать. По сладости очень сладкая, потому что вот эта вот сгущенка, она супер сладкая. Ну и также безе, она тоже очень сладкая. Поэтому я бы даже сказал, что вкус приторный. Ну и по ценнику, конечно же, стоит дороговато. Лучше бы я купил какой-нибудь просто бисквит, потому что безе не особо люблю. Друзья, пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!